Каждый человек о чем-то мечтает в жизни. Кто-то мечтает купить дом у моря, кто-то мечтает вязать, кто-то мечтает просто спокойно жить. О чем мечтаю я, как я сделала первые шаги к своей мечте и чем это закончилось в этом видео. Привет! Вы на канале «За чашкой кофе». Начнем. Сегодня хочу поделиться с вами историей, которая доказывает, что неважно, сколько вам лет, мечты остаются двигателем нашей жизни. Когда-то давно, в юношестве, я нарисовала в голове картинку, что когда я буду на пенсии, у меня обязательно в саду будет домик, в котором я оборудую себе мастерскую. И в этой мастерской я буду писать картины. Хотя писать это громко сказано, ведь я рисовать-то не умею, а тут писать. Такое слово могут использовать только великие мастера. Но та картинка в моей голове была настолько красочной, что я в нее поверила. Говорят, что Вселенная все слышит, и если послать ей свои мысли, то они наверняка осуществлятся. Но мне кажется, я как подумала об этом тогда, так и забыла. Приехав в Болгарию, у меня стало больше свободного времени, чем в Израиле. И вот в один из дней, листая соцсети, мне попадается реклама места, которое называется «Дали вино». Это арт-галерея, в которой рисуешь и пьешь вино. Вино как раз меня интересовало меньше, а вот рисовать интересовало больше. В общем, нам уже выдали вино, раздали кисти, принесли палитру с красками. Я не знаю, каким волшебным искусственным интеллектом пользуются алгоритмы соцсетей, но именно эта реклама выпала мне, ведь я забыла о своей мечте, но, видимо, Вселенная не забыла. Мы рисуем вот эту картину. И подкинула мне разыграть эту карту именно в тот момент моей жизни, когда время сделать первый шаг навстречу своей мечте уже пришло. Представляете, вот такая мистика. Вот и не верь после этого в квантовую физику. Но вернемся к арт-галерее. Итак, по воле Вселенной галерея находится в Софии и в Пловдиве, а я в нем живу. Она расположилась в моле Маркова ТП. Но заказывать места нужно заранее. Если вы зайдете на сайт галереи, то увидите там много картин, и каждый день они разные. Нужно выбрать ту картину, которая вам понравилась, выбрать дату и оплатить место. В моем случае ту картину, что я выбрала рисовать, стоила 39 лева. Этот особенный для меня день настал и нес с собой новые надежды и возможности. Представляете, я встречусь с мечтой, которую откладывала всю жизнь. Было очень волнительно. С одной стороны, я все время крутила у себя в голове. Вот оно, время пришло. А с другой, я же вроде как еще не на пенсии. И мое «я» внутри меня успокаивало. Ничего, это всего лишь первый шаг. Попробуй, может тебе вообще не понравится. Ты же не умеешь рисовать. Тогда у тебя еще будет время придумать себе другую мечту. Более того, согласно научным исследованиям, когда мы представляем себя в будущем, мозг представляет кого-то другого, а не нас самих в настоящем времени. Это же не я, а другая женщина. И если она облажается, то это она облажается, а не я. И это как бы должно успокаивать. Хотя тот самый дофамин я хотела бы забрать себе. Ведь дофамин – это потребность, стремление, достижение и удовлетворение. Это то, о чем мечтает любой человек, получив его для себя. И вот я здесь, в арт-галерее, сижу перед холстом. И каждый момент, проведенный перед ним, был шагом на пути к моей мечте. Когда мы открываемся новому и верим в свои мечты, начинает происходить волшебство. И реальность становится символом того, что невозможное возможно, когда ты веришь в себя. В общем, у меня получилось такое море.
Ведь я не умею держать правильно кисть, мешать краски, наносить их на холст, но в каждом моем мазке я видела свой путь и верила, что все получится. Итак, мы нарисовали песок, отражение горы, Старопланина, небо, море с пенкой. Вот. Мы можем говорить о законах притяжения, мысленных картинках или подсознательных программированиях. Но главное – наша вера в себя. Когда мы начинаем действовать даже шаг за шагом, мир начинает отвечать на наши стремления, а энергия наших мечтаний привлекает к нам возможности. Мы начинаем рисовать вазу. С возрастом вспоминаешь больше, а мечтаешь меньше. Почему-то, когда мы молоды, мы мечтаем безгранично. И с возрастом мечты стираются социальной средой, мыслями о неудаче, чужим мнением и, как следствие, отказ от реализации задуманного. Тем не менее, без мечты человеку нельзя, даже в старости. В общем, какая-то у меня получилась кривая ваза. Петрана, ой, какая красота, какая ты молодец. Дальше человек старается. Как сказал один умный человек, несбывшиеся желания – это непрожитые жизни. И тут главное не попасть в ловушку фантазии. Ведь так бывает, что когда мы фантазируем о чем-то и рисуем в голове картинки, чаще всего эти картинки приходят к нам с неким итогом. То есть нам уже кажется, что мы визуально побывали в мечте и даже знаем, чем дело закончится. Приведу пример. Кто из нас во время карантина не путешествовал по странам, смотря YouTube, лежа на диване? Мы получили свой дофамин от просмотра, поплавали в океане на Мальдивах, и на этом все. Смысл в том, что не надо бояться делать первые шаги к реализации мечты, когда Вселенная посылает знаки. Вселенная отправляет нам так много намеков, указывая, что пришло время начать. Эти знаки, как легкий шепот, их нужно услышать и распознать. Я чувствую себя частью чего-то большого, когда понимаю, что мир вокруг меня поддерживает меня на данном пути. Порой мечты кажутся столь далекими, что захватывает дух, но каждый раз, когда я делаю первый шаг, эта мечта приближается. Как будто мои стопы впитываются в землю и ведут меня к чему-то невероятному. Сложно описать, какие эмоции меня охватывают, когда я понимаю, что первый шаг сделан. Смесь страха и восторга, но чувство, что я живу на полную катушку. Я встречаю свои сомнения и беспокойство, но иду вперед с горящими глазами, потому что знаю, что на пути к мечте это неизбежно. Иногда мечты кажутся слишком амбициозными, но я всегда помню, что каждый шаг приближает меня к ним. С каждым шагом я ощущаю, как приближаюсь к своей цели, и это чувство просто потрясающее. Самое важное – это позволить себе верить. Да, иногда бывает сложно поверить в себя. Мы можем думать, что недостойны успеха, что нам не суждено добиться чего-то большего. Но внутри каждого из нас скрыт огромный потенциал. Необходимо просто открыться этому потенциалу и начать движение вперед. Я научилась слушать себя, верить в свою интуицию. И хотя страхи появляются, я принимаю их как часть путешествия. Эти моменты делают меня сильнее, и они меня формируют. Ведь каждый шаг к мечте – это своего рода приключение. Это не просто движение вперед, это погружение во что-то большее. И я так вдохновлена этим путем, что не могу дождаться следующего шага. Ведь когда мы идем вперед, даже если не зная, что будет дальше, мы создаем свою историю. Каждый шаг, даже самый маленький, приближает нас к нашей мечте.
Не бойтесь начать, ведь в этом первом шаге заключается магия. Просто поверьте в себя, и мечта станет ближе, чем вы думаете. И пока внутри себя я спорила с той женщиной, но той другой я, та, что облажается, какая-то невероятная сила толкала меня вперед. И знаете, сама от себя была в шоке, когда увидела, что из этого получилось. Ну что, мы закончили. Вот моя картина. Ребята, это было круто. Что получилось от человека, который кистей в руках никогда не держал, не умеет рисовать, но дал себе шанс. Спасибо, что разделили этот важный момент со мной. Если у вас есть мечты, делитесь ими в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и помните, мечты – это вдохновение, которое с нами на протяжении всей жизни. На этом все. Пока-пока.